Все, вот и пришло время покидать ферму. Я еду в Испарту. Не путать с древней Спартой, никакого это отношения не имеет. Это так же, как Спарта, только и Спарта. Ну, какой там эпизод уже? 7-й, что ли? Я уже сбился со счета. Ну, поехали. Кстати, вот эти вот кулеры, которому я удивлялся еще в предыдущей какой-то серии, есть повсеместно в этом регионе. И вот даже рядом с фермой прямо вот холодная водичка. Я сейчас наберу ее в бутылочку, как раз не будет на дорогу. Сейчас ехали с водителем, и он остановился, взял 2 стакана себе и мне какой-то фигни, типа лед дробленный с какой-то коричневой жижей внутри. Так вот, по-английски он совершенно не говорил, я у него начал выпытывать, что это такое, пытаться спросить. Он говорит: кар, кар, кар. Перевел, оказывается, кар — это снег. Ну, как бы я понял, что это снег, лед или что-то такое, но а что за жидкость? Я про жидкость пытался спросить. Но, в общем, я так и не добился. Но по вкусу что-то, вообще слабый вкус, слабо выраженный. Похоже, как какой-то медовый квас. Вот, что-то наподобие такого. Merhaba, Isparta yönüne gidiyorum. Окей. Добрался я до Испарты, вписался по каучсерфингу, все отлично. Сегодня поехал вот сюда, это озеро Гольджук, которое находится в кратере давно потухшего вулкана. Для этого региона Турции, жаркого, сухого и пыльного, это озеро просто как оазис. Тут и воздух такой более-менее прохладный, влажный, лес везде, зелень, хвойные леса. Очень так приятно, и ни души, что мне понравилось. Нетипичное для здешних краев место. Это всего 10 километров от Испарты, я сюда приехал стопом и пешком. Когда пришел сюда к озеру, меня ждал сюрприз, не особо приятный. Оказывается, вход платный, сюда 4 лиры. Я сказал, что денег нет. Охранник спросил: а ты вообще надолго? Ну, я говорю: bir saat, 1 час. Он говорит: ну ладно, хорошо, проходи. Я думал сварить здесь чайку, взял воду, чай, сахар, ложку, кружку, газовый баллон и даже шоколадку к чаю, но забыл горелку. И если без шоколадки, сахара и даже ложки чай попить можно, то без горелки никак. Дальше я планировал ехать в Конью, посетив по дороге озеро Эрдыр. Но с каучсерфингом в Турции иногда бывают такие приколы, например, когда я в Эдирне искал себе вписку, на мой публичный запрос ответил один парень и спрашивает: а ты когда собираешься приехать? Ну, я же вежливо отвечаю, что эта информация есть у меня в запросе, я приеду такого-то, такого-то числа. Он говорит: а, хорошо. А сколько ты хочешь провести времени в Эдирне? Я опять: эта информация есть у меня в запросе, там написано 3 дня. Но если ты можешь писать на день или на 2, это тоже хорошо. Он говорит: ладно, хорошо. Я узнаю своего, внимание, босса. И тогда отвечу, жди моего ответа. Ну и, в общем, это было месяц назад, и до сих пор я жду его ответа. И я не особо понял, к чему тут босс. Ну, то такое. И вот примерно такая же похожая ситуация в Конье. Тоже чувак ответил на мой публичный запрос, говорит: приезжай, все дела. Пишу, все замечательно. Ну, я же как приехал сюда, говорю: скинь свои координаты, адрес или телефон. Он говорит: а ты когда приезжаешь? Ну, говорю: 18-го, как у меня написано в запросе. Он говорит: так я в это время в Измире буду. Ну, зашибись вообще. Поэтому я в срочном порядке отправил еще несколько запросов. Не знаю, ну, не будет вписки, так не будет. Ничего страшного.
Сегодня я ночевал в палатке на берегу замечательного озера Эрдыр. Последний раз перед этим я ночевал в палатке аж в Болгарии. Это было ровно месяц назад. И вот теперь снова пришло ее время. Тут вокруг много садов, в основном яблочные. Ну, наверное, уже другие фрукты отошли. Но яблок тут реально очень много. Ветки прям ломятся. И вчера одна турецкая бабушка угостила меня 3 яблоками. Сейчас пойду, наверное, еще стрельну. Я проехался в багажнике с веселыми ребятами. Покушал с ними вместе кукурузу. И теперь я приехал в славный город. Славный город, я извиняюсь, Хуюк. Не, а чё я, вот название такое. В этом городе проживает 16 300 хуюкчан. А вот 3 уже не проживают, судя по всему. Зачем я сюда приехал? Да, ну так, просто название прикольное. Вошел уже в город, останавливается рядом машина с 2 мужиками и спрашивают, куда ты идешь? Ну, говорю, прости господи, в Хуюк. Они говорят, да, Хуюк вот. Да ладно! Хуюкский городской совет. Тут, вероятно, работает хуюкский мэр. Город полностью соответствует своему названию. Тут нет ни хрена интересного. Скорее всего, город Хуюк последний раз посещали иностранцы никогда. Поэтому я решил провести эксперимент. Я собрал всю мелочь, которая была в кармане, но там насобиралось 2 лиры 15 курушей. И пошел в ближайший ресторан. В общем, смотрим. Merhaba. Ucuz yemek var mı? Para az. O mu para? Sade bu mu? Daha etmez. Aha, kaç? Tamam, otur sen. Bunu ver. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Я надеялся, что меня накормят бесплатно, но все-таки как бы из вежливости мелочь после еды предложил, и он таки забрал ее. Ну, в принципе, тоже 2 лиры за такую еду довольно-таки нормальная цена. Я нахожусь в городе Бейшир, на берегу Бейширского озера, и сюда я доехал с 2 чудаками. Вообще такие странные ребята. Все выпытывали у меня, всякую фигню по-турецки, естественно, я почти ничего не понимал. Спрашивали проблемы, полиция, паспорт. Говорю, проблем yok, паспорт вар. Они как-то все-таки переглядывались друг на друга и ехали так подозрительно медленно. Как-то так перепуганно смотрели друг на друга. Я им даже паспорт показал, они посмотрели, да, все нормально. В итоге останавливаемся перед первой полицейской машиной, даже не полиция это была, а просто обычные гаишники. Один из них вышел, что-то долго разговаривал, смотрели они на меня, причем этот мент смотрел на меня нормально, а на него, по-моему, он смотрел как на дебила немного. Ну, в общем, он поговорил там 2 минуты, вернулся и все. И поехали они с нормальной скоростью. В общем, как я понял, они пытались типа меня ментам сдать, а менты с них проорали. Сегодня ночевал в городе Караман и заметил, что по вечерам уже становится прохладнее. Может потому, что осень уже все-таки близится, сентябрь как-никак. А может потому, что я просто поднялся выше в горы и здесь, да, реально холоднее. Ну хотя ночевал я в парке без спальника, но уже в теплых носках. Поехал дальше и вот по дороге в одном селе решил провести еще один эксперимент по турецкому гостеприимству. Проходил мимо одного двора и с чашкой, с пустой чашкой, кружкой вернее, и с чаем попросил просто кипятка. Ну и помимо кипятка я получил 2 куска пирога, яблоки
виноград, домашний сушеный изюм. А еще, как они мне рассказали, я пропустил местную достопримечательность, прошел буквально в сотни метров отсюда, и вот, оказывается, древняя какая-то хрень тут есть. Вот почему мне нравится ездить по всяким маленьким селам в Турции. Я соглашаюсь даже проехаться 5-10 километров. Я никуда не спешу, я не ловлю машину на дальние расстояния, зато могут пригласить в гости, покормить. Например, утром я застопил трактор. Конечно, на тракторе далеко не уедешь, мы проехались там несколько километров, зато тракторист напоил меня чаем, угостил булочками, вот они до сих пор в рюкзаке. В общем, на сегодня я едой запасся. Они где? Да, именно чтобы это сказать, я приехал вот в этот замечательный город. Ну, правда, оно произносится больше как Ниде. Что-то такое, у меня сложно с этой буквой до сих пор. Ну, короче, ладно, я нигде. Водитель ждет. До свидания. Okay, thank you very much. Good luck. Teşekkürler. Güle güle. Да останавливайся ты уже, давай. Доброе утро. Вот так вот выглядит место моей ночевки в Каппадокии. Вокруг скалы, вокруг пещеры, очень древние, в которых много-много-много лет назад жили монахи. Сейчас пещеры свободные в основном, и там можно даже переночевать. Собственно говоря, такой и был план — переночевать там, но пришел я сюда уже ночью, и как-то они жутковато выглядят ночью, и летучая мышка усиливающая этот эффект. В общем, я решил переночевать тут в палатке. А так пещеры вполне приспособлены для жилья. Люди когда-то тут жили и вполне успешно. Вот видим, многокомнатная квартира такая. Без удобств. Хотя, может, и удобства где-то найдем. Отличный вид из окна. Просто шикарный. Чья-то маленькая комнатка такая. Может, это туалет, кстати, был. Полочки всякие. Тут, наверное, свечи стояли. Закопчено. Полы с подогревом были, что ли? Такая темная келья. Эхо какое. Конечно, сейчас уже все засрали мусором. Я когда поднимался сюда, там по тропе, поднялся довольно-таки высоко и думал, что уже все, я далеко от цивилизации. И тут неожиданно увидел, в одной из пещер горит свет электрический. Подошел ближе, а там еще и холодильник стоит, и спутниковая тарелка. Вот. У меня тут соседи, тут до сих пор живут люди, ну как, не монахи, конечно, уже, а турки. Но я подошел, поздоровался, он даже кошка. Подошел, поздоровался, говорю, переночую, окей. Да, говорит, ночуй, без проблем, тут до тебя уже двое ночевали. Ну и вот какой вид открывается, там тоже всякие пещеры. Вчера, когда ехал сюда, выходил из города Невшехир, это ближайший крупный город отсюда. И я выходил на трассу, такой устал, думаю, присяду, перекушу, отдохну. А там как раз при выезде из города такое место для пикников. И вот там как раз в воскресенье вечер турки устроили пикник,
много семей всяких, и я нашел свободный столик, достал булочки, которые мне подарил тракторист, который меня подвозил вчера, достал пакет молока, который я купил 15 минут до этого. Только отхлебнул, сразу пацаненок, турчонок приносит мне бардак чая. Ну, бардак, в смысле, это стакан вот этот вот турецкий. Так вот, приносит он мне чай. Хорошо, спасибо. И смотрю, семья сидит рядом, и все мне махают на здоровье. Типа, ну, выпиваю этот чай, кушаю булочку. Только допиваю, он прибегает, забирает бардак, уносит, приносит еще один. Потом другая семья уже приносит мне пасту какую-то с овощами. В общем, я это заточил благополучно. Потом принесли мне арбуз, который я тоже умял. Потом следующая семья пригласила меня уже за их стол. Ну, там понеслось уже хлеб, помидоры, всякая фигня, кока-кола, шоколадки, конфеты. Я поглядывал на ту семью, которая готовила шашлык, но от них, к сожалению, так предложений никаких и не последовало. Ну, в принципе, оно понятно. Конец дня, и уже все заканчивали пикник, собирались домой, ну а еду что, не выкидывать же, вот они меня и закормили все. И еще и с собой понадавали, так что еды у меня пока валом. Я еще перед этим думал, что бы приготовить на ужин, рис или картошку? Ну и вопрос отпал сам собой. Вообще вся Каппадокия, территория на десятки километров, изрыта всякими вот такими вот пещерами, подземными ходами. Все соединяется с собой под землей. Там даже на Деринкую я проезжал, это подземный город, ну тогда вход 10 лир, я не пошел. Но так, в общем, очень интересная территория. Сегодня у меня на завтрак традиционная овсянка, но из шикарных ингредиентов. Молоко, которое я не выпил, потому что меня напоили чаем. Домашний изюм, которого мне тоже подогнали, угостили. Очень вкусный. И очень много мне его дали. Шоколад. Еще персик, вот который меня тоже угостили. И яблоки, может, даже влезут. Многие отели находятся тут прямо в облагороженных пещерах. Кому-то эти скалы похожи на грибы, а кому-то на пенисы. Тук-тук. Кто в голове члена живет? Никого. For the broken-hearted, no silent prayer for the faith departed. I ain't gonna be just a face in a crowd. You gotta hear a voice, better shout it out loud. It's my life, now or never. I'm gonna live forever. I just wanna live what I'm alive. Добрый вечер, дамы и господа. Добро пожаловать в мою пещеру. Та-дам! Немного не прибрано и пыльно, не успел убраться. Можете не разуваться. Друзья приходили, просто немного затусили. Нет, ну да, конечно, маловато. Конечно, неудобная, непросторная, однокомнатная, зато не в кредит. И находится в отличном месте, вот почти в центре города, ну точнее села. Вид из окна хороший. Сегодня у нас на ужин рис с чем-то. Не знаю, что у меня есть, что-то из консерв. Вы любите рис? Ой, да кто вас спрашивает? Жрите, что дают. Нет, ну конечно, если серьезно, да, тут много всяких пещер вокруг и всякие многокомнатные со всякими там, я не знаю, удобствами и все дела, просторные, высокие, но они очень пыльные все, много пыли. А тут вот какая-то травка более-менее
чистенько. Ну, а мне многое не надо. А еще вот почему я выбрал это место для ночлега. This is for the one who stood their ground. With Tommy and Gina who never back down. Tomorrow getting hotter, make no mistake. Look, ain't even like you got to make it run breaks. It's my life, it's now or never. I'm gonna live forever. I'm just gonna live while I'm alive. It's my life, it's like an open highway. If I can say I did it my way, I just wanna live while I'm alive. It's my life. Ну, охренеть, прям над моей пещерой. Stand tall when they calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life, now or never. I'm gonna live forever. Ладно, это все, конечно, красиво, но в 6 часов утра я спать пошел. Давай уже улетай, не шуми мне тут под окнами. 22 сентября, Всемирный день без машин. Поэтому в честь этого дня до Кайсери, до которого осталось 65 километров, и в котором у меня есть списка, я дойду пешком. Шучу, шучу, конечно, буду стопить. И что-то день без машин в Турции не особо отличается от обычного дня. Ну, как и в Украине, наверное. Я в Кайсери на вписке. Все отлично. На этом пока все. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся.